Николай Семенович Лесков. Под Рождество обидели. На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем сообща всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого человека, которого знает множество людей в Петербурге, под праздник обидели. А он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается. Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящего его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно. А для вас, как его ни зовут, это все равно. Дело в том, каков он человек, и как его обидели, и как он отнесся к обидчикам и к обиде. Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный, одинок, холост, и хотя мог бы держать для себя 2 прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся, какого нрава или характера поступит к нему служащий человек. Да и что этому человеку делать при одиноком? И скучается слуга от нечего делать, и начнет придираться и ссориться, и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется. Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле в большом и знатном доме на набережной и прожил много лет благополучно. Хозяйства он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит. Квартира небольшая, однако в 3 комнатки и помещается на 2 этаже посреди жилья, и лестница как раз напротив дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться. И, как я говорю, много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под Рождество случилась большая обида. Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день, и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьёю над дворами. И вот что об этом рассказывают. Давно в этом городе жили-были 3 вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах упоминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная,
и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самой крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы. Да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. А воры как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться. В кладовой было множество всякого добра, и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон. Всего набито от потолка до самого полу. Как смелому вору такое дело бросить? Вот воры и придумали смелую шутку. Один вор, бессемейный, говорит другому семейному: «Я хорошее средство придумал. У тебя есть сынишка 5 годов. Он еще маленький и тельцем мягок, но в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем, мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и привези с собою под самое Рождество. Скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плечо встанет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкою и дадим ему скрытный фонарь с огнем, да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать, да все и повытаскиваем, а потом опять дитя само подпояшется, мы его назад вытащим и поделим все на 3 доли с половиною. Нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас 1,5 доли. И от нас ему сладких закусочек. Пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится». Отец-то вор хорош, видно, был. Не отказался от этого, а согласился. И как пришел вечер сочельника, он говорит жене: «Я ныне пообщался сходить в монастырь, как всенощный. Там благолепное пение. Собери со мной паренька, я его с собой возьму. Пусть хорошее пение послушает». Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все 3 вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за московскую заставою и начали пить водку и пиво умеренно, а дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось. А как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, то они все встали, зажгли фонарь и ушли, и ребенка с собой повели. Да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать.
Мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи. Они все вытаскивают. И, наконец, столько всякого добра натаскали, что видят, им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не надо. Тогда нижний и говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит: «Довольно, братцы, нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтоб опоясался веревкой, и подтянем его вон, наружу». Верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчишку: «Довольно, брать, больше не надобно. Теперь сам себя крепче подпояшь, да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем». Мальчик опоясался, а они стали его тащить, и уже до самого доверху почти вытащили, как вдруг... Чего они в потьмах не заметили, веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалась и вдруг лопнула так, что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры от этой неожиданности, потерявшие равновесие, и сами попадали. Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай. Сейчас все люди проснутся и выскочат, и тогда, разумеется, ворам гибель. К тому же как раз сближалось время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутренне, и тогда непременно воров изловят с поликою. Воры схватили кто что успел зацепить и бросились наутек, а в купеческом доме все вскочили и пошли бегать с фонарями и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет. Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу, и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой. И стали все суетиться и кричать: что теперь делать? Давать ли знать о том, что случилось, в полицию, или самим гнаться за ворами? А гнаться в потьмах-то не знать в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием, и в потьмах убьют человека, как курицу. У нас в городе воры ученые, шапки по вечерам выходили снимать, и не то что с пустыми руками, а с такой инструментиной, вроде щипцов с петелькою, называлась кобылкою. Об ней в шуйских памятях писано, а купец, у которого по кражу сделали, отличный человек был, умный, добрый, рассудительный и христианин. Он и говорит своим молодцам: оставьте, не надобно. Чего еще? Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит. А молодцы говорят: то и есть правда, нам Господь дитя на уличенье злодеев оставил,
это перст видимый, по нем все укажется, каких он родителей. Тогда все и объявится. А купец говорит: нет, не так. Дитя, молодая душа неповинная. Он не добром в соблазн введен. Его выдавать не надобно, а прибрать его надобно. Не обижайте дитя и не трогайте дитя. Божий посол, его надо согреть и принять, как для Господа. Видите, вон он какой, познобившись весь, да и трясется испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика. Бог с ним совсем, что у меня пропало. Они меня совсем еще не обидели. А это дитя ко мне Бог привел. Вы молчите, может быть, оно у меня и останется. Итак, все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил. И он у купца и остался. И купец его начал держать, как свое дитя, и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе. И вышел из мальчика прекрасный, умный молодец. И все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было. И дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилась, и стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене: «Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять. А для чего мы ей станем на стороне жениха искать? Это ведь дело серьезное, особливо, как мы люди с достатками, и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданное, и пойдет тогда со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет». Жена отвечает: «Это правда, так всегда уж водится». «То-то и есть, — говорит купец, — еще навернется какой-нибудь криводушник, да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь, загубим ведь мы девку, как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее». «Как же так? — говорит жена. — А вот мы так дело-то сделаем. Обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный парень, ведомый, да и дочь, что греха таить, вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся». Согласились так и повенчали молодых, а старики дожили свой век и умерли, а молодые все жили и тоже детей нажили, и сами тоже состарились,
а жили все в почете и в счастье. А тут и новые суды пришли. И довелось этому приемушу, тогда уж старику, сесть с присяжными. И начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит, слушает, а сам то бледнеет, то краснеет, и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздались рыдания. Председатель суда спрашивает: «Скажите, что с вами?» А он отвечает: «Отпустите меня, я не могу людей судить». «Почему, — говорят, — это круговой закон, правым должен судить виноватого». А он отвечает: «А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать». Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили. А он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался, и пойман был, и помилован, и остался как сын у своего благодетеля. И всех это его покаяние тронуло, и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлую, неосужденную виною. Все к нему относились с почтением по-прежнему, как он своею доброю жизнью заслуживал. Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались. Какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души. Утешаться надо, говорю, что такое добро в людях есть. Да, отвечает приятель, хорошо утешаться, а еще лучше того, надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться. Так мы говорили, это на днях было, а на завтра такое случилось, что разве что только в театральных представлениях все, кстати, случается. Приходит ко мне мой приятель и говорит: «Дело сделано». «Какое?» «У меня неприятности». Думаю, верно, что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный. «Нет, — говорит, — неприятность огромная. Кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на 1 час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась. Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит, и все высыпано. Золотая цепочка валяется, еще кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи. И золотые часы, которые покойный отец подарил, до древних монеток штук 600, да конверт, в котором лежало 500 рублей на мои похороны, и билет на могилу рядом с матерью. Я и слова не нахожу. Что ему сказать от удивления? Что это? Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готово уже в таком самом роде повторение. Точно его на экзамен вызвали. Ну-ка, мол,
как ты вчера чужой душой утешался, так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух давлеющий. Присел я молча и спрашиваю: что же вы сделали? Да ничего, отвечает. Покуда еще не сделал, да и не знаю, и делать ли. Говорят, надо явку подавать. И спрашивает меня по-приятельски: каков мой совет? А что тут советовать-то? Про явки ему уже сказано, а в другом роде как советовать? Пропало не мое, а его добро. Чужую обиду легко прощать. Нет, говорю, я советовать не могу, а если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилось. Он говорит: пожалуйста, расскажите. Я и рассказал, что раз со мною и с вором случилось. Сделал я раз себе шубу, и стала она мне 300 рублей. А была притяжелая, так бывало плечи отсадит, что мочи нет. И взял я с нею дурную привычку, идучи все ее с плеч спускать, и оттого скоро обил в ней подол. Утром в рождественский сочельник служанка говорит мне: шуба подбилась, я по-портновски мех подшить не умею. Посажу на игле, весь подол станет морщиться. Дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть. Очень хорошо починку делает. Не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет. Я отвечаю: хорошо. Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом своему знакомому портнишке. А сочельник пришел с оттепелью. Капели капали, вечером мне шуба не понадобилась, в пальто было впору. Я про шубу забыл и не спросил ее. А на Рождество слышу в кухне какой-то спор и смущение. Дворник, бледный, испуганный, не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет. И сам портнишка пропал. Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал. Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет, как и нет. И говорят, что и портного нет. Жена у него осталась с 2 детьми. Один лет 3, а другой грудной. Бедность, говорят, ужасающая. И женщины, и дети страшные, испитые, жили в угле, да и за угол не заплачено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, что будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать. До тех спор и сам не возвращается. Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли. Пропал портнишка, как в воду канул. Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на 1-й неделе Великого Поста прибегает ко мне дворник, весь в попахах, и лепечет скороговоркую: пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел его подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к суде свел. Он там у сторожа, сейчас разбор дела будет. Скорей, пожалуйста, подтвердить надо, ваша шуба пропала. Я поехал. Смотрю, действительно, сторож бережет какого-то человека, худого, тощего.
волосы как войлочек, ноги портновские колесом изогнуты, и весь сам в отрепочках. Починить некому, и общий вид какой-то полумертвый. Судья спрашивает меня, пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила. Я отвечаю по правде. Была шуба такая-то, заплачено было 300 рублей, а потом поношено, и сколько стоило во время пропажи, определить не могу. Может быть, на рынке за нее и 100 рублей не дали бы. Судья стал спрашивать портного. Тот сразу же во всем повинился. Я, говорит, ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать и деньги за работу получить. Но на грех дворника дома не было, и дверь была заперта. А господина я не знал по фамилии, нигде живет. А у нас в сочельник, в семье не было ни копеечки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу. А на взятые под залог деньги купил чайку, сахарцу, пивка, водочки. А потом утром испугался и убежал. И последние деньги пропил, и с тех пор все путался. А теперь он и не знает, где и квиток потерял, и закладчика указать не может. Виноват. Пропала шуба. А сколько, по-вашему, шуба стоила? Портной не стал вилять и говорит, шуба была хорошая. Да сколько же именно она могла стоить? Шуба ценная. 100 рублей она могла, например, стоить? Портной себя превосходит в великодушии. Больше, говорит, могла стоить. И 150 стоила. Стоила. Словом, молодец портной. Ни себя, ни меня не конфузит. Судья и зачитал по указу и определил портного на 3 месяца в тюрьму посадить. А потом, чтобы он мне за шубу деньги заплатил. Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное. И больше от судьи ожидать нечего. Я пошел домой, а портнишку повели во строк. А его жена с детьми завыли в 3 голоса. Чего еще надобно? Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному по-русски назывался камчугою. Верно ей дано это название. Днем эта болезнь еще и так и сяк. Терпеть можно. А как ночь придет, так она начинает камчить, и нет возможности ни на минуту уснуть. А как лежишь без сна, то не весь что припоминается и представляется. И вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми. Он теперь за мою шубу в остроге сидит. А с бабой и с детьми что делается? И при нем-то им было худо. А теперь, небось, беде уж и меры нет. А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего, он мне никогда, этот портнишка, заплатить не может. Да если бы и захотел что-нибудь с него донимать до мелочи, так от всего этого будет только с умою пахнуть. Никогда я этого донимать не стану. И зачем же тогда была подана эта явка-то, а?
И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать, жива ли Портнишкина жена, и что с нею и с детьми ее делается. Дворник узнал и говорит: ее присуждено выселить, и как раз их сегодня выгоняют. За ними за угол набралось уже 6 рублей. Вот те мне и ахте мне! А Камчуга ночью спать не дает и в лица перекидывается. Задремишь от усталости, а Портнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам, как по болвашке. И все водит, все разглаживает, да по суставам острым углом налегает. И так он меня прогладил, что я поскорее дал 6 рублей. Не полегчает ли уж не на теле, так хоть на совести, потому что так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата. Жена портного оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за 6 рублей. А сама вся в лохмотьях, и дети голые. Дал им еще 3 рубля. А как ночь, так Портнишка опять идет с холодным утюгом. И зачем это я только наделал? Рассердишься и начинаешь думать, а как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать. Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла. Портному еще 1,5 месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по 2 много раз. А к Пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию. Ну, по силам своим и увеличил. Да жена его о себе иначе понимать стала. И она меня недовольна и сердится. «Кормильца нашего, — говорит, — оковал? Что я с детьми теперь сделаю? Ты нас убил, тебя Бог убьет». И смешно, и досадно, и жалко, и совестно. Несравненно бы лучше было, если б моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы это тогда и милосерднее, да и выгоднее. А теперь, если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей, корми воровскую семью. А то где твоя совесть-то явится? Заморить-то ведь это и палач может, а ты, небось, за одним столом не хочешь сидеть ни с палачом, ни с доносчиком. Кормлю я кое-как семью Портнишкину, а на душе все противное. Чувствую, что будто сделал я что-то такое, хуже, чем чужую шубу снес, и никак от этого не избавиться. И вот под самую Пасху все пошли к утренне, а я больной остался один дома. И только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Иванович Андросов. Старичок был небольшой, очень полный, с совершенно белой головой, и лет 40 тому назад умер и схоронен в Орле.
Последние годы перед своей кончиной он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который какими-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого старика уважал и называл праведником. А я только помню, что ходил он в садах яблони прививать. И у нас бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет. Он встает, и кресло на нем висит, как раковина на улитке. Никогда он ни о чем не тужил и про все всегда говорил весело. А когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, так он, бывало, всегда одинаково отнекивался. Ну, так что ж, а вы бы, Иван Иванович, жаловались? А он отвечает: вот тебе еще что ж. А помрешь с голоду. Ну, так что ж? И схоронить будет некому. Вот тебе еще что ж. Говорили, что он глуп. А он не был глуп. Он пришел к нам на Рождество и все ел вареники и похваливал. Точно, говорит, будто я тепленькими хлопочками напихался. И вставать не хочется. И так и не встал с кресла. А взял да и умер. И мы его схоронили. Ведь такой человек, очевидно, знал, что делал. В бесстрашной душе ведь Бог живет. Так-то бы, мол, кажись, и мне следовало сделать. Пропало. Ну так что ж, а жаловаться? Вот тебе еще что ж. И куда, сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее. Тут, как я это рассказал, мой обокраденный приятель и взял меня на слове. Вот, говорит, и я думал, так я все и сделаю. Ничего я никому не подам и не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало и кончено. Ну, так что ж? Да и вот тебе еще что ж. На этом он дело и кончил, и я ему ничего возражать не смел. Но потом досталось мне мучение. В один день довелось мне говорить об этом со многими, и ото всех пришлось слышать против себя и против его все несхожее. Все говорили мне: это вы глупо обдумали. Так только потачка всем. Вы забыли закон? Всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило. Читатель, будь ласков, вмешайся и ты в эту историю. Вспомини, чему тебя учил сегодняшний новорожденный. Наказать или помиловать? Если ты хочешь когда-нибудь со Христом быть, то ты это должен прямо решить. И как решить, тому и должен следовать. Может быть, и тебя под Рождество обидели, и ты это затаил на душе и собираешься отплатить.
пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет. Это очень возможно, потому что мы плохо помним, в чем есть настоящее первое правило. Но ты разберись, пожалуйста. Сегодня с этим хорошенечко обдумай, с кем ты выбираешь быть. С законниками ли разноглагольного закона или с тем, который дал тебе глаголы вечной жизни? Подумай, это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден. Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе: прости обидчику и приобрети себе в нем брата своего. Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умен и выбери себе и в пустяках полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность.